5 января Трамп достает из ящика старую идею, которую многие уже считали мемом – Гренландия. Только теперь это звучит не так, словно давайте купим островок. Greenland was just an idea, just a thought, but I think when they say it was absurd and it was said in a very nasty, very sarcastic way, I said, we'll make it some other time. We'll go to Denmark. I love Denmark. I've been to Denmark. And frankly, we'll do it another time. А как? Это вопрос безопасности, и мы все равно добьемся своего. Что же вообще происходит? Старт недели, и снова нам нужна Гренландия. Сначала Трамп разгоняет тему через соцсети, на его True Social появляется репост с тезисом, что Гренландия якобы критически важна для национальной безопасности, и что там крутится Россия и Китай. I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. Параллельно в общении с журналистами он объясняет ту же логику. Арктика, маршруты, военная география и ощущение, что если не мы, то они. Это уже не сделка века, это точка контроля. Белый дом подливает керосина, военный вариант всегда на столе. Дальше включается пресс-служба. 6 января Белый дом официально говорит, что варианты обсуждаются. И да, использование армии всегда опция. Для НАТО это звучит как сирена, потому что Гренландия формально в королевстве Дания, то есть союзник по альянсу. And very important to say that the US has a bilateral agreement with Denmark from 1951. They had a lot of people, a lot of military in Greenland in the past. And the Danes are totally fine if the US would have a bigger presence than they have now. So I think this collectively shows that we make the same assessment and we have to make sure that the Arctic stays safe. 7 января риторика закрепляется. Вопрос покупки получения контроля называется активным обсуждением. All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interests of the United States. But I will just say that the president's first option always has been diplomacy. И Трамп, по сути, демонстрирует, что это не фантазия одного вечера. Дипломатия и мягкая сила переговоры и идея простимулировать остров. 8 января на фоне шума проходит встреча представителей Дании и Гренландии. Приезжают в Вашингтон, пытаются понять, где заканчивается риторика и начинается реальный план. Евросоюз публично упирается в принцип – суверенитет и границы не обсуждаются силой голоса. И вот тут важна каждая деталь. Параллельно Reuters пишет, что в администрации обсуждали инструменты влияния на общественное мнение в Гренландии, включая финансовые стимулы. Copenhagen and Nuuk have asserted that Greenland is not for sale. I guess my advice to European leaders and anybody else would be to take the President of the United States seriously. U.S. Vice President J.D. Vance on Thursday said acquiring Greenland is important to the U.S. То есть ставка может быть не только на угрозы, но еще и на подкуп через идею выгоды. Кульминация по-хорошему или по-плохому. 9 января Трамп выходит к журналистам на встрече с нефтяниками и произносит ключевую фразу недели. США сделают что-то с Гренландией, нравится им или нет, и добавляет вилку легким способом или сложным. Вот это уже не намек, это ультимативная подача. Либо договоримся, либо вы сами понимаете. Реакция. Гренландия, Дания, Европа. Ответ прилетает довольно-таки быстро. В Гренландии лидеры партии выходят с совместной позицией. Мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами, и парламент сдвигает заседание ближе, чтобы собрать срочную реакцию. Европейцы же в целом держатся одной линии. Любые решения по статусу острова могут приниматься только Данией и самой Гренландией. Разговоры про силовой сценарий разрушают доверие внутри НАТО. Это прямо ложится в общий нерв. Что будет, если союзники начнут давить друг на друга языком угроз? И еще один штрих. Северные дипломаты отдельно отвергают тезис Трампа про российские и китайские корабли у берегов Гренландии.
or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Говорят, что разведданные этого не подтверждают. Что же может быть дальше? 3 сценария. Теперь главный вопрос: это просто громкая игра на публику или же реальная развилка? Сценарий первый. Торг и расширение присутствия. Самый приземленный вариант. США давят, чтобы получить больше прав и инфраструктуры, не называя это аннексией. Больше объектов, больше контроля, больше договоров под новые задачи. Сценарий второй. Гибридка вместо армии. Деньги, пиар, влияние на местную политику, создание ощущения нам выгоднее с Америкой. Рейтерс как раз намекает, что инструменты мягкого принуждения обсуждаются. Сценарий третий. Эскалация риторики до кризиса в НАТО. Самое опасное здесь даже не высадка, а сама логика. Союзник угрожает союзнику. Если это закрепится дальше как норма, НАТО начинает трещать не от танков, а от недоверия. И вот почему эта история взлетела. Гренландия стала символом того, что Трамп сейчас прощупывает границы дозволенного. Он проверяет, кто моргнет первым. And Greenland, basically, their defense is 2 dog sleds. Do you know that? Do you know what their defense is? 2 dog sleds. In the meantime, you have Russian destroyers and submarines and China destroyers and submarines all over the place. We're not going to let that happen. Если вам было интересно, что стоит за этой всей риторикой про Гренландию, Арктику и по-хорошему или по-плохому, не закрывайте этот ролик на конечной заставке. Вот здесь сейчас видео, его обложка и ссылка про захват танкера Маринера. Там ровно тот же клубок: нефть, силовой сценарий и демонстрация, что правила можно переписать прямо на ходу. Жмите туда, продолжим. Или вам интересна ситуация вокруг Ирана, тогда вот этот вот ролик точно вам зайдет.